Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика. Инфо с вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Украине перекроют газ, свет и поставки дизеля. Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива Украине до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» и пообещали перекрыть свет и газ. Борис Леонидович, чем грозит сложившаяся ситуация? Ну, давайте пробовать разобраться, хотя здесь как бы три вопроса одновременно. То, что уже прозвучало, то, что уже состоялось прекращение поставок дизельного топлива, я предлагаю на этом остановиться немножечко подробнее, поскольку версия наших многоуважаемых ура-патриотов: мы поставляем в Венгрию и Словакию нефть, а те в ответ просто ведрами зачерпывают и заправляют украинские танки, и это безобразие. Что мы делаем? Ай-яй-яй, все пропало, Юра, полимеры и так далее, и так далее. Ну, давайте по порядку, чтобы было понятно, что это, ну, на самом деле такое пропагандистское клише, с которым надо явным образом бороться надо фактами. Продолжаются поставки по южной ветке магистрального нефтепровода «Дружба». Сделано это юридически достаточно корректно, когда в июне 2022 года принимался шестой по счету пакет антироссийских санкций. В нем содержались требования о прекращении поставок нефти, и было сделано исключение для 3 стран. Можно было бы и больше, потому что «Дружба» в полной исправности. Германия отказалась добровольно, Польша отказалась добровольно. Для Чехии, Словакии, Венгрии было сделано исключение. Причина: портов нет, все нефтеперерабатывающие заводы, технологический цикл отлажен под поставки нефти марки «Юрлс», высокосернистая, плотная и так далее. Перестраивать все долго. Причем, что самое удивительное, на момент принятия этого пакета санкций срок этого исключения вообще не был никак обозначен. И здесь, с вашего позволения, переходим от разделения по странам к владельцам нефтеперерабатывающих заводов. Завод в Чехии принадлежит польской компании. Они достаточно быстро приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечивать поставки не российской нефти приблизительно подходящих сортов. Идет Arabian Heavy из Саудовской Аравии, какие-то партии удается получить в Норвегии, там есть месторождения, которые подходят по физическим, химическим свойствам к нашей нефти. Венгрия и Словакия этим заниматься не стали. Для них единственной возможностью получать нефть с моря от портов — это Хорватия. И здесь целый ряд проблем возникает. Нефтеналивной порт не готов к дополнительным объемам, нефтепроводная система не готова, во все это надо вкладываться, это надо согласовывать, во-первых, с Хорватией, чтобы она разрешила все это сделать, плюс все согласования, связанные с экологией, что в Европе по-прежнему очень модно, дорого, долго и ни к чему. Следующий момент. В Словакии один нефтеперерабатывающий завод, в Венгрии один нефтеперерабатывающий завод, Словнафт в Братиславе, и Данубе Рефинери, или Рефинери, не знаю как, в славном венгерском городке Саскаламбата. Кто хочет, может повторить без запинки. У меня не получается. В обоих случаях владелец контрольного пакета акций, государственное предприятие в Венгрии, мол. Так что можно считать, что две разных страны, а можно считать, что один владелец. Оба завода строились в шаговой доступности от нефтепровода «Дружба». Разумеется, все это происходило в годы существования Совета экономической взаимопомощи. Всем было достаточно удобно. Если смотреть по сырью, можно было бы, конечно, в миллионах тонн, но все уже привыкли к баррелям в сутки. По сырью завод в Словакии 120 тысяч баррелей в сутки способен перерабатывать, завод в Венгрии 165 тысяч баррелей в сутки. Модернизация под современные экологические требования, гидрокрекинг и прочее, в Словнафте были раньше, а в этом Данубе Рефинери чуть позже, то есть более современные. В Словакии выход по бензину 20-25%, по дизелю 35-40%. В Венгрии выход по бензину 20-25% и выше выход по дизелю за счет гидрокрекинга 40-45%. Вот, собственно говоря, такие данные. Далее, если не разбрасываться
Не называть каждый завод отдельно. Производство бензина 33-41 тысяч баррелей в сутки, всех марок бензина. Дизельного топлива 114-128 тысяч баррелей в сутки. Теперь смотрим на потребление внутри двух этих стран. Венгрия, дизель от 90 до 100 тысяч баррелей в сутки, спрос потребления дизеля от 45 до 50 тысяч баррелей в сутки, бензин. Словакия, дизель 30-35 тысяч баррелей в сутки, бензин 15-18. Итого, если мы говорим о российской нефти, то дизельного топлива, которое производится на нефтеперерабатывающих заводах в этих двух странах, для этих двух стран не хватает. Физически не хватает. Когда вводилось исключение для Словакии, Чехии и Венгрии, было и ограничение со стороны Европейского Союза. Нефтепродукты, производимые из российской нефти, в страны Европейского Союза поставлять нельзя. Точка. Смотрим на политическую карту. С кем граничит Венгрия и Словакия из не стран Европейского Союза? У Венгрии есть сосед Сербия. В Сербии стараниями НИС, нефтеперерабатывающего завода, владельцем которого до последнего момента была «Газпромнефть», ничего не требовалось, у них все хорошо. Из стран не Европейского Союза сосед Украина. Точка. Но поставлять нефтепродукты из российской нефти нет возможности, потому что их не хватает. Почему шли поставки из Венгрии и из Словакии? Да потому что граница с Украиной есть. Это не наша нефть, мы вообще к этому отношения не имеем. Но венгерские компании, венгерские трейдеры имеют полное право купить чуть дешевле где-нибудь во Франции, не знаю, в какой-нибудь Бельгии и отвезти на Украину. Чем они и занимались? Просто потому, что есть граница. Не потому, что это наша нефть. Потому что это обычная купля-продажа, обычный бизнес, который мы остановить не в силах. У нас капитализм на дворе. Есть у них возможность подешевле купить, я не знаю, там, у Бельгии. Купят и перепродадут, и денег заработают. Вот сейчас этого не будет. То есть это не столько про бизнес, сколько про логистику. Через эти две границы нефтепродукты больше поступать не будут. Что остается в распоряжении у киевского режима? Польша и железная дорога поставки готовых нефтепродуктов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы на подконтрольной Киеву территории не работают. Готовые нефтепродукты везем по железной дороге раз на села. Ну вот и везут. Румыния. Поставки по реке. Речные порты пока еще работают. Поставки будут идти. Одесса. Морские поставки тоже будут идти до той поры, пока есть мощности по приему нефтепродуктов. Возить будет сложнее, трейдеров станет меньше, вырастут цены. Вот, собственно говоря, все, чего можно добиться таким путем. Так что сказать, что это огромный удар по киевскому режиму, нет, не получится. Да, цены вырастут, но кого это волнует в Киеве? Во-первых, там люди богатые, они, как известно, в Венскую оперу кофе ездят пить, ну, что им там, ну, подорожает немножко бензин или солярка, ничего страшного. Если кто-то сейчас услышал намек на какую-то коррупцию, потому что нефтепродукты в основном закупаются для военных частей, так я об этом вообще ничего не говорил. Коррупция и Украина, ну, вообще вещи несовместимые, кто там, ничего подобного никогда в жизни не было. Теперь переходим на более сложные технические вещи. Прекращение поставок электроэнергии. Если говорить о том, как поступает, как связана объединенная энергосистема Украины и европейских стран, со времен существования энергосистемы МИР взаимные перетоки идут через подстанцию западноукраинская класса 750 киловольт. Через нее идет связь в Венгрии, воздушная линия, класс напряжения 750 киловольт, самый большой объем. И через ту же подстанцию идет связь между Украиной и Словакией, линия электропередач 400 киловольт. По объемам уже слышно, что это весьма и весьма значительный кусок импорта. Сейчас техническая возможность поставлять порядка 2,4 гигаватт. Из них половина приходится вот на эти две страны, на Венгрию и на Словакию. Если смотреть на сейчас, на зимнее время, наверное, итоги никто не подводил, но все это можно тем, кто
желает подробно знать до последнего киловатт-часа, посмотреть на сайте ENSO-E, это сайт Ассоциации операторов объединенных энергосистем Европы. И поскольку с 2022 года украинская энергосистема синхронизирована с европейской, там все есть. Все перетоки можно посмотреть. На мой взгляд, так, навскидку я скрупулезно не высчитывал, от 600 до 700 мегаватт – это поставки из Венгрии и Словакии совокупно. Это более 40% всего импорта, и для объединенной энергосистемы Украины сейчас это более чем значимо. Потому что в объединенной энергосистеме Украины все время происходят аварии по каким-то непонятным причинам. Не успевают отремонтировать, и опять что-то не работает. Стабильно, более-менее работают только атомные энергоблоки, 9 штук, 7 гигаватт, вот то, что есть стабильно у киевского режима. На всех остальных тепловых электростанциях, даже на гидроэлектростанциях все время какие-то аварии, рвутся провода, горят трансформаторы на подстанциях, полное безобразие. То есть там, наверное, такое средневзвешенное то, что сейчас доступно из электроэнергии, тоже можно посмотреть на графиках, сейчас порядка 60%. То есть порядка 14 часов электроэнергии у вас есть, остального времени нет. Если оттуда вывалится еще 1 гигаватт, ну как отреагирует киевский режим? Шея стала тоньше, но зато длиннее. Можно будет говорить о том, что Венгрия и Словакия нас обижают, поэтому у вас электричество будет еще меньше. Спите больше, грейтесь в спальных мешках, делайте что угодно еще. Повлияет это на военно-промышленный комплекс, что нас, собственно говоря, больше всего интересует. Решение зависит от киевских властей. Когда не хватает электроэнергии, есть два варианта. Либо больше давать для обеспечения хоть какого-то уровня жизни населению, либо по-прежнему обеспечивать свою армию. Вот пусть принимают решение. Этот вариант, когда у вас отваливается порядка 60% импорта электроэнергии, да, достаточно болезненный. И это намного более весомо, чем то, что произошло с дизельным топливом. Дизельное топливо поставить может кто угодно, а для электроэнергии важно не только ее произвести, но и суметь доставить. Что касается по газу, то здесь полный туман войны. Никто не может дать точные данные, что удалось закачать в подземное хранилище газа. Но средняя оценка из Венгрии и Словакии приходит порядка 60% объема всего импорта газа для Украины. По итогам прошлого года за границей импортировала Украина порядка 2,5 миллиардов кубометров. Сколько сейчас в подземных хранилищах? Сколько у них потребления газа, ну, мне кажется, сказать не может никто. Даже если сейчас появятся какие-то данные, Украина удивительная страна, она умудряется сокращать одновременно и экономику, и собственную территорию, и собственное население. Что у них работает, кого нужно обеспечивать, сказать сложно. Но если холодная погода будет продолжаться, то действительно будет ближе к коллапсу. Газ – это самое чувствительное из тех мер, которые продекларировали в Будапеште и в Братиславе. Вот это то, что действительно выглядит. Могу только напомнить, что, отказавшись от поставок российского газа, Украина из Европы получает газ совершенно не российский. Он по дну Черного моря из России приходит в Турцию, из Турции в Болгарию, из Болгарии в Сербию, из Сербии в Венгрию. Разве он может после этого оставаться российским? Разумеется, нет. Какие тарифы при учете того, что за все эти транзитные услуги нужно оплатить, тоже известно. В среднем стоимость 1000 кубометров природного газа для киевского режима обходится на 150-200 долларов дороже, чем в остальной Европе. Просто потому, что вот такие огромные транзитные платежи. Вот, собственно говоря, все. Прочие последствия пусть вам рассказывают экономисты, военные эксперты. Целый ряд последствий, ну, мы с вами, наверное, так интуитивно понимаем, подробности надо спрашивать у других специалистов. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также будем вещать на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Если кому-то мои ответы показались излишне циничными, извините, они были сугубо инженерными.
Остальные последствия пусть вам рассказывают те, кто лучше в этом разбирается. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.